Здравствуйте, друзья! Славянские праздники сентября. Наступившая осень приносила славянским племенам обильные сытые дни, когда наставала пора отдать должное семье и дому, почтить память предков и заручиться благосклонностью сил из иного потустороннего мира. Первого сентября на славянских землях принято было чествовать одно из воплощений бога Семаргла – земной домашний огонь. Люди видели в нем силу сродни небесному огню, которая могла как прогнать нечисть, одарить пищей, так и наказать провинившихся пожарами. Славяне представляли огненного бога в виде крылатого волка или пса и верили, что в свой праздник он спускается на землю принять от людей поклонения и жертвы. Земной огонь выполнял множество функций в хозяйстве наших предков. Он трудился в кузнице, обеспечивая мирных крестьян разнообразным инструментом, а воинов – оружием. Он очищал все старые вещи от скопившейся негативной энергии. Прыгнувшие через костер люди и проведенные рядом с ним домашние животные избавлялись с его помощью от порчи, сглаза или обычных болезней. Огонь погребального костра с дымом переносил души усопших в Ирии, а пламя на жертвенниках отправляло богам на небеса людские приношения и просьбы о помощи. В день праздника волхвы разжигали новый земной огонь от искры небесного, который по преданию приносил на землю на своих крыльях Семаргл. Чтобы задобрить пламя, его полагалось накормить и напоить жертвенными подношениями. После проведения обряда на лугу возле деревни накрывалось общее застолье, на которое каждая семья приносила разные кушанья. После трапезы женщины и дети уносили частичку нового огня по домам, а мужчины традиционно оставались на совет, где решались насущные проблемы общины. В домах между тем продолжалась обрядовая часть торжества. Хозяйки метлой из веток полыни выгоняли на улицу надоевших за лето насекомых, приговаривая: «Кыш-мухи-ксилухи, а блохи-кивдохи». Метлу затем выставляли за порог, чтобы мухи и блохи не могли вернуться назад. Со дня Семаргла по приметам начиналось полное вымирание разнообразной мошкары и очищение от нее дома. От принесенного с капища огонька зажигали свечи, которые должны были защитить хозяйство от несчастья, и пламя в очаге, которое следовало разводить, не отводя глаз от пламени, чтобы не упустить удачу. Огонь в очаге считался одним из семейных богов, которые исправно охраняли счастье и покой дома и его обитателей, дарили им благополучие и помогали в трудные времена. 8 сентября к славянам приходил праздник Роженец, а вместе с ним начало бабьего лета. Теплые солнечные дни, напоминающие об ушедшем лете и посвященные женской силе. Считалось, что богини-роженицы не только основали род небесный, но от них же пошел род земных праматерей. В патриархальном обществе славянским женщинам отводилось свое почетное место. Нашим предкам не приходило в голову утверждать, что они существа второго сорта. Мужчина был главным в решении племенных вопросов и на войне, его мать или жена в семье и в домашнем хозяйстве. Даже ритуальные и магические практики часто имели мужскую или женскую направленность, и каждая была по-своему незаменима. На рассвете, в день Роженец, все женщины общины отправлялись на капище, к идолам богинь, которых изображали матерью и дочерью, либо лосихами. Интересно, что в зависимости от возраста славянки выбирали разные праздничные наряды. Девушкам полагались белые платья, они распускали косы и украшали волосы венками. Женщины в расцвете детородного возраста одевались ярко, дополняли головные уборы и одежду украшениями, бусами, подвесками, вышитыми поясками. А пожилые, чтобы подчеркнуть свою близость к переходу в потусторонний мир, надевали одежду темных тонов, без вышивки и украшений. И дары, приносимые богиням, были разными. Девушки несли венки и букеты полевых цветов, замужние славянки – напитки, фрукты и овощи, а старушки – разнообразную выпечку, хлеба и пироги. Разжигать в этот день жертвенный огонь доверяли не жрецу, а старшей в селе женщине – большухе. Одновременно полагалось петь обрядовые песни, посвященные роженицам и славянским праматерям. В пламя разожженного огня отправлялся один специально выпеченный жертвенный каравай, а другой такой же большуха делила на ломти и раздавала всем участницам ритуала. Особая роль в празднике отводилась беременным. Считалось, что в этот день и дальше, весь период бабьего лета, они могут исцелять женские болезни и бесплодие, творить маленькие бытовые чудеса и предсказывать будущее.
После обрядов на капище женщины общины приступали к забавному обряду, говорящему о том, насколько все прошедшее лето им досаждала разнообразная мошкара. Похоронам мухи. Пойманное насекомое с песнями укладывали в гроб из морковки. Длинные процессии относили за околицу и торжественно погребали в могилу. А покуда их родственницы исполняли все необходимые ритуалы, мужчины занимались домашними делами. На рожениц они брали все хозяйство в свои руки, чтобы оказать уважение женским божествам и своим матерям, женам и сестрам. 14 сентября природа оборачивалась к зиме, и славяне праздновали сдвижение – день, когда земля сдвигалась от жаркой летней поры к холодам. В это время птицы улетали в теплые края, а наши предки верили, что некоторые из них летят прямо в Ирий и могут передать весточку предкам. Первой улетала кукушка, поскольку, согласно поверью, именно она хранила ключи от небесных врат. В день праздника принято было обращаться к предкам, поминать их, спрашивать у них совета. Матери, рано потерявшие своих деток, верили, что птицы отнесут умершим привет и материнскую любовь. А те, кто хотел продолжить род, просили аистов, чтобы те по весне принесли им на крыльях детскую душу, которая воплотится в новорожденном младенце. Начиная со сдвижения, все змеи ползли в леса и укладывались там в глубокие норы в спячку. Потому на это время запрещались любые походы в лес, чтобы не повстречаться с гадами. А хозяйки накрепко запирали двери всех домашних построек, чтобы змея не заползла в дом или авин и не устроилась там спать до весны. Одновременно со змеями разбредались по берлогам и медведи, а они грозили забредшему в лес грибнику куда большей бедой, чем змеи. Кроме того, в этот же день устраивал досмотр своему хозяйству леший, и мешать ему считалось непозволительным. На сдвижение, согласно поверьям, нельзя было начинать никаких новых дел, их ожидала неудача. Можно было лишь продолжать или завершать начатое раньше. Ко дню торжества в каждой семье заканчивали заготовки из яблок и орехов, и все заготовленное припрятывали в погреба на зиму. Погода становилась все холоднее, недаром до наших дней сохранилась пословица: «Свиту на сдвижение снимай, а тулуп одевай». 25 сентября славяне чествовали сразу двух божеств. Одним из них было осеннее воплощение солнца – Световид. Его изображали в виде четырехликого мужчины, разные лики которого смотрели в прошлое и будущее, на небеса и землю. Этот суровый бог следил, чтобы во всех мирах соблюдались законы праве, чтобы не нарушался порядок всеобщего бытия. Если же где-то нарушалась гармония мира, он приходил на помощь обиженным и сурово карал ослушников воли небес. Световид считался одним из покровителей воинов, причем он помогал им не только в бою, но и в мирное время. По легенде, он приезжал на землю на белом коне вместе с рассветом и без устали бился с врагами дня. Поэтому в капище возле идола Световида постоянно держали лучшего белого скакуна, а рядом с ним седло и упряжь. Только волхвы имели право ухаживать за конем, кормить его и выводить на прогулку, чтобы не застаивался и всегда был готов послужить своему небесному всаднику. Птицей, посвященной Световиду, считался петух, и в день праздника на капище его приносили в жертву богу осеннего солнца. Другим божеством, которого отдавали почести в этот день, был Овсень, распределитель материальных благ и устроитель единства славянских родов. Овсеня почитали как своеобразный мост из лета в лето. Его чествование связывали с окончанием сельскохозяйственных работ, с началом общинных празднеств и сезона свадеб. Изображали бога в виде богато одетого всадника, в правой руке несущего богатые плоды урожая, а в левой сухую траву и ветки. Трудолюбивых и честных Овсень щедро одаривал богатством, а нечистых на руку и ленивцев наказывал бедностью и неприятностями. На Овсеня непременно устраивалось богатое застолье, главным украшением которого был огромный специально выпеченный калач. Он символизировал богатство славянской общины и одновременно несущее людям урожай сильное и мудрое осеннее солнце. Согласно приметам, после Овсеня ясных дней становилось все меньше. Начинались затяжные дожди, и осень окончательно вступала в свои права. Автор статьи Екатерина Кравцова. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения.
Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.